Здравствуйте, здравствуйте, наши уважаемые телезрители и подписчики наших групп в соцсетях. Сегодня я отвечаю на вопрос, откуда первоисточник по поливу, по правилу 3 поливов рассады растений. Кстати, не только рассады, но особенно это касается рассады, когда есть замкнутое пространство для корней растения. Я взяла вот маленькое растение и, естественно, чуть больше. Объем тут большой, перчик и хризантема. Что это такое правило 3 поливов? Вот смотрите. Если их сразу полить, допустим, мы полили, да, вот сколько заливаем, обычно как полили, залили все. Все у нас обычно так полили, вода впиталась, и на этом я так, кстати, тоже раньше делала, пока не начала заниматься изучением, что же там происходит в этом горшочке после этого полива. А что происходит? А происходят очень интересные вещи. Верхняя часть, сейчас увидите, мы вытянем вот это растение. Уже даже не буду отключать камеру. Сейчас вам просто покажем, что произошло. Вот оно медленно. Хорошо, что у нас с углинки медленно впитывается водичка. И благодаря вот этому моменту постепенно впитывается, хотя бы часть какая-то будет влажная. А если это земля с песком, то есть песчаная, то, естественно, вода вообще быстренько вытекает. Вот смотрите, у нас вот такое растение. Мы полили. Это обычно у меня назывался когда-то полив. А теперь смотрите. Здесь сухо, по бокам мокрое. Половина тоже это сухое растение. Я его аккуратненько положу на место. Извини, пожалуйста, наше растение. Второй раз уже не буду доставать. Вот смотрите, неправильно я сделала это. Вот. А теперь это растение вытянем. Прости нас, перчик, но надо показать людям. Вот смотрите, вот первый, очень хорошо видно, да? Первый полив, и впиталась водичка, а здесь больше половины. То есть 1/3 у нас только впиталась вода. И здесь будет растение пить воду. А здесь что делать растению? Здесь сухо. И пошли, и, конечно же, 3 дня, ну, обычно 2-2,5 дня мы не поливаем. Есть такие критические дни, которые называются гнилые дни, это народное название. Так вот, если вот так закрыть, сверху мы полили, здесь, получается, чуть-чуть корка у нас делается, а здесь что? Здесь так и не полито. Естественно, каждый день поливают, вот здесь корешочки только пьют воду и все. Поэтому сейчас вот, допустим, вода впиталась, вот так вот. И снова я буду поливать. Вот впиталась, это 5 минут, 10 минут. Обычно 10 минут она уже впитывается. И снова вот таким образом поливаю. Этот уже не буду вытягивать. Практически, я думаю, чтобы не мучить перчик, вы поняли. Второй полив. И еще, поливать нужно, обязательное условие. Температура воздуха должна быть соответствовать температуре. Вот здесь нагрелась у нас, так как горшочки сверху. Вот эта температура воздуха и температура воды должны соответствовать, должны быть одинаковыми. Ни в коем случае холодной водой не поливаем. И внизу, вот, допустим, у вас, если вы вылили, допустим, вот нету такой тавочки, какой-то посудины, тогда вы выливаете, вода выходит, и даже внизу, сейчас вот, благодаря вот этому поливу, сейчас в этой тавочке, получается, что и снизу частично будет идти водичка. Сейчас еще раз. Я хочу, чтобы долго не было, вот уже вода вытекает, чтобы вы увидели, попробую еще раз перчик вытянуть. Я вот таким способом, первоисточников нету, просто-напросто хочется, чтобы растения все 3 дня или 2,5 дня, 2 дня, жарко, чтобы они нормально себя чувствовали. И вот чтобы в этом, видите, вот. А если эта с водичкой еще постоит, прекрасно. Вот еще кусочки сухие. Но это мы снимаем сколько видео, столько я поливаю. Поэтому я делаю перерывы. Ой, вот так. Вот, перерывчики, которые позволяют нам, чтобы растение впитало всю влагу. Затем я его возьму. Это растение не пострадает. Ни в коем случае я подсыплю ему земельку. И здесь то же самое. Мы выровняем, подсыпем земельку. И будет все нормально с растением. И видите, чем меньше объем вот в горшочке, тем быстрее высыхает.
Но когда мы это делаем в начале сезона, еще в доме, то оно не так быстро пересыхает. А вот на улице, поэтому когда уже я делаю рассаду позже, вот май месяц, то я стараюсь делать уже в большие горшочки, переваливаю и в больших горшочках выращиваю, потому что здесь очень быстро пересыхает при высокой температуре в маленьких горшочках. И кассеты то же самое. Ну что ж, наши растения, благодарим вас, что вы нам показали, еще раз рассказали. Первоисточник – это просто опыт. Опыт, который помогает нам решить очень много задач. Пробуем, экспериментируем и даем возможность нашим растениям хорошо проходить вот эти все периоды, которые что-то полезно для того, чтобы растение питалось. Кстати, питательные вещества, когда просто вот так залить, как я показала, да, вначале вытянула, и залить жидкие удобрения, будут ожоги корней. Вы не очень-то почувствуете, но растение будет потихонечку тоже себя плохо чувствовать и будет не так радоваться жизни, и, естественно, не тот урожай, и цветы не те. Потому надо вот 3 полива. А вот 4-й полив можно уже удобрение, и вот так вот в тавочках различных, в корыцах, чтобы растение впитало воду, и оно возьмет ровно столько удобрений, сколько ему надо. Раиса Греченко, Александр Волик ответили, откуда мы знаем про правила 3 поливов и откуда вообще это взялось. Вопрос сложный. Опыт. И благодаря опыту можно очень много вещей узнать, и приобрести этот опыт, и поделиться этим опытом с другими, для того, чтобы не повторяли ошибок, которые мы повторяли. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.